В 1938 году компания Minneapolis Maline выпустила необычный трактор UDLX Comfort Tractor, который смог объединить в себе возможности мощной сельхозтехники и удобства легкого автомобиля. Это был первый в мире серийный трактор с полностью закрытой кабиной. Настоящее чудо для того времени. Несмотря на уникальность и передовые характеристики, продажи не пошли. И сегодня эти тракторы – редкие коллекционные предметы. Друзья, всем привет! Сегодня на канале, возможно, самый комфортный трактор 20 века UDLX Comfort Tractor. Компания Minneapolis Maline появилась в 1929 году, когда три производителя сельхозтехники решили объединиться. Это были Minneapolis Steel and Machinery, Minneapolis Threshing Machine Company и Maline Implement Company, бывшая Maline Plough Company. У каждой из этих компаний уже был опыт в автомобильных технологиях. Например, Minneapolis Steel and Machinery добавляла к тракторам Twin City полноценные капоты и защитные крылья, а Maline Plough Company ставила электрические стартеры и автомобильные фары на свои тракторы. После объединения уже в 1931 году на рынок вышли совместные тракторы под брендом Minneapolis Maline. Ключевое событие произошло 23 сентября 1938 года на выставке в Миннеаполисе, где компания представила публике сразу две необычные новинки – Comfort Tractor и Sport Roadster. Это событие собрало целых 12 тысяч зрителей. Трактор был создан на основе стандартной модели U, но имел ряд отличий. Бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 4,6 литра и мощностью до 46 лошадиных сил, масса около 2900 кг, синхронизированная пятиступенчатая коробка передач, позволяющая разгоняться до 65, что делало трактор удобным не только для поля, но и для поездок в город, двухколесный привод, механическое рулевое управление и простые барабанные тормоза, а также возможность работать с 3- или 4-корпусным плугом, что подходило большинству фермеров. UDLX стал первым трактором с полностью закрытой двухместной кабиной, вход в которую был через задние двери. Внутри кабины было все как в легковом автомобиле. Удобные мягкие кресла, регулируемые окна, электрический стартер, радиоприемник, система отопления, стоп-сигнал, прикуриватель и пепельница, автомобильная приборная панель со спидометром, зеркало заднего вида, стеклоочистители и противосолнечный козырек, резиновые коврики и два перчаточных ящика, вращающийся прожектор на крыше, электрический сигнал и потолочный плафон освещения. Снаружи трактор выглядел как полноценный автомобиль. Хромированный передний бампер, фары с хромированными ободками и стильная фигурка на капоте. Его дизайн напоминал популярные легковые машины того времени. Minneapolis Maline производила UDLX Comfort Tractor с 1938 по 1941 год. Всего было около 125-150 тракторов, но модель продавалась очень плохо, и причиной тому были очень высокая цена, почти в 2 раза выше обычных тракторов, особенно болезненная в период Великой депрессии, жесткость хода, отсутствие подвески делало поездки на высоких скоростях неприятными, плохая вентиляция кабины, особенно летом. Нестабильность из-за короткой колесной базы на высокой скорости. По требованию инспекторов даже пришлось ограничить скорость. В целом трактор опередил свое время лет на 30. Тогда фермеры были не готовы платить за комфорт. Сегодня тракторы UDLX Comfort Tractor считаются ценными коллекционными машинами. Из всего выпуска сохранилось около 25 отреставрированных экземпляров. Стоимость таких тракторов на аукционах доходит до $200 тысяч. На выставках старинной техники UDLX всегда привлекает огромное внимание. Minneapolis Maline UDLX Comfort Tractor стал ярким примером того, как смелые инженерные идеи могут опережать свое время. Несмотря на провал продаж, его уникальные решения – закрытая кабина, высокий комфорт оператора, автомобильное устройство – стали стандартом для тракторов десятилетия спустя. Сегодня он остается легендарной моделью, напоминающей нам о том, что комфорт и производительность могут идти рука об руку. Такой вот красивый трактор. Если понравилось, подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайки. Впереди еще много интересного. Счастья, радости, любви. Пока!